Добрый день, дорогие друзья! В этом видео вы сможете ознакомиться с теми шагами, которые предпринимает Совельмаш по решению проблем в существующем ручном инструменте и по созданию приводов для ручного инструмента с применением технологии Славянка. Уважаемые коллеги, вот она, вот видно, что ротор стоит наш, вот наш двигатель, вот в корпусе здесь можно показать, да, вот он стоит, все это собирается, видно, да, вот можно сопоставить все это вместе, надевается подшипничек, да, ручка, все это сделали уже. Собрали, сделали, но в чем здесь недостаток? На сегодняшний день мы не в состоянии все образцы сделать с теми деталями, которые нужны, вот, имеется в виду корпусные, поэтому мы приспосабливаем. Приспосабливаем для того, чтобы сделать и продемонстрировать, как это работает. Вот. Вот я сел подшипничек, вот снял. Вот видно здесь на камере, что вот здесь вот избыточное расстояние, здесь избыточный корпус. Поэтому в реальном изделии ротор будет сидеть ниже, подшипник ниже, и тогда вот непосредственно контроллер, это все обнизится, он будет располагаться вот в этом месте. И не надо будет настроек ничего, поэтому само изделие будет точно такого же размера, даже может меньше, чем стандартная пила со стандартным приводом щеточным. Вот. Ну а контроллеры, сейчас я покажу, вот контроллер, сейчас я вот так вот, да, в кадр, чтобы нести. Вот. Ребят, включите, пожалуйста, крупный кадр. Ну вот так, крупный кадр там включим, да, давайте я уберу, вот он контроллер, да? Это для одного изделия. Причем надо заметить, что плата практически одна и та же. Вот это вот для другого изделия, в частности для УШМ. Вот видно, что здесь радиатор несколько иной. А так все это вот однокожим. Тут единственное, что не хватает дросселя и конденсатора, который монтируется в специальные гнезда. Ну, чтобы не нагружать плату саму. Поэтому вот таких вот контроллеров сделано много. Уже изготовлено. Двигателей много сейчас монтируется. Можно, конечно, было принести в студию еще изделия, но мы торопиться не будем. Мы сделаем отдельно ролики по каждому изделию. Все эти приводы уже протестированы. Более интересно снятие технических характеристик, а не как она пилит. Потому что ну, распилить можно, там, обрезать бетон можно, там, все что угодно можно там показать. Но важнее те характеристики, которые получаются на стенде. Хотя для того, чтобы превратить это все в серийное изделие, нужно изготовить пресс-формы для того, чтобы вот эти вот детальки. А это деньги. Это деньги. ШМ-ка, она уже приобретает законченные формы, во всяком случае, по организации воздушного потока, по монтажу, крепежу.
Вот по этому конструктиву мы уже будем выдавать параметры. То есть уже когда мы придем к промышленному именно образцу и Да. вот его результаты. Да. А вопрос, вот тот корпус, который мы сейчас демонстрировали, он все же, скажем так, будет претерпевать, наверное, тоже какие-то изменения визуальные, промышленный дизайн? Визуально снаружи, да, будет, потому что это опять-таки, ну, как автомобиль представляют на выставке вначале в чехле, не снимают. Да. Ну, приблизительно так, потому что внутренний конструктив, он остается тем же самым. Ну и опять-таки, что мы можем сказать? Стабильность оборотов выше. Мы уже говорили о том, что при номинальной нагрузке у коллекторного двигателя просадка больше 2000 оборотов, у нас не больше 40. Потребляемая мощность ниже. Косинус выше, КПД выше. Но, скорее всего, доделав образцы для выставок, чтобы можно было демонстрировать преимущество нашей технологии, мы вынуждены будем остановиться, потому что нет средств для дальнейшего проведения этих работ. Хотя эти работы сделаны с минимальнейшими затратами, но дальше идти заказывать пресс-форму, либо еще что-то, какие-то шаги предпринимать, я не считаю это возможным в данной ситуации. И более того, если ничего меняться не будет в ближайшее время, то, наверное, эту разработку мы продадим по демпинговой цене. Потому что строится надо. А какова примерная себестоимость контроллера для электроинструмента при массовом производстве? Копейки. Потому что здесь? Ну, дорогой электролит дроссель. Ну, то, что отдельно на роликах вы видели. Поэтому, если говорить о том, что, допустим, для коллекторных двигателей есть тоже система управления, они не намного дешевле. Да, есть вот такое моточное изделие, здесь вот стоит трансформатор вспомогательного питания. Он и сейчас тоже массово производится. Поэтому СМД-тина, СМД-элементы, монтаж, это автоматизировано все. Выводных элементов не так-то много. Ну, поэтому, если мы посмотрим, сколько мы отрезали от двигателя металла меди, экономия существенная. Поэтому по оценкам себестоимость производства с коллекторным двигателем и с нашим двигателем, с коллектором несколько дороже. Что мы делаем этот инструмент для того, чтобы люди могли с его помощью зарабатывать деньги себе, да? Потому что если, допустим, та ушемка быстро останавливается, плавно разгоняется, не ошибает, она повышает производительность труда, это уже будет приятно. Плюс надежность. Да. Это же все будет в себестоимости работы, скажем Ну, так. как сегодня мы с вами ходили, да, там пылюка какая, бетон резали алмазными дисками. Профессиональный штроборез стоит около $1000. Облегчение его конструкции и увеличение мощности с помощью славянки сделает его вне конкуренции. Естественно. Ну, так же, как малошумная мясорубка, малошумный пылесос. И вот еще одна интересная тема – это инверторный компрессор для холодильника. Когда он не отключается, на реле включается, выключается. Потому что с помощью контроллера, ну, такой приблудки, да, мы можем регулировать обороты его, меняя производительность, не выключая, не создавая вот этих пусковых токов. Очень удобно. Так, мало того, что режим работы меняется самого компрессора, работа клапанов не идет, там, застойных явлений, там, смазка, все это, потому что когда выключил, нам текла при пуске, как холодный пуск, да, там это, масло вытекло уже все. Ну, то есть в целом повышается работоспособность всего изделия, его надежность и долговечность. И уменьшается потребление электроэнергии. Еще экономия. А у нас же каждый пуск сопровождается чем? Бросками током. Что очень неприятно сказать. Сегодня мы с вами поговорим об этом изделии. Очень интересное изделие, но достаточно ходовое. Пила. Достаточно распространенное устройство, станочек.
представлен разными фирмами, разными производителями, разными моделями, с разными функциональными возможностями, но все эти пилы обладают теми же достоинствами и недостатками. В чем же здесь недостаток кроется? Вроде все хорошо, но в то же время. Смотрите, длинный двигатель, вот он, асинхронный двигатель. Вот этот двигатель точно такой же от пилы Интерскол. И вот такой длинный двигатель, он позволяет пиле наклоняться только в одну сторону, влево. Вправо она наклоняться не может. Этому препятствует двигатель. Поэтому, когда вы закрепляете сюда, допустим, плинтус, вы можете наклонить в одну сторону, отрезать сюда под 45 градусов, а сюда вы уже не можете сделать. Поэтому приходится перекреплять. Это потеря времени, качества и точности состыковки. Первый недостаток. Второй недостаток – это тоже присущ асинхронному двигателю, который включается в однофазную сеть, потому что если мы посмотрим, тут вот шнурок, ну вот ясно, вот он, однофазная сеть. И когда мы запускаем от однофазной сети вот этот двигатель, нам нужно создать фазосдвигающую цепочку. Для этого у нас служит вот такой вот конденсатор. Вот он. Прекрасная такая вещь. Но при этом возникают три недостатка. Недостаток первый. Это быстрый старт. И второй недостаток, как следствие, это большие пусковые токи. Для синхронных двигателей они имеют кратность от 7 до 11 номинальных токов. Поэтому часто выбивают автоматы, особенно когда это отстройки, новостройки, ремонты. Неприятное явление. И третий недостаток, значит, первый – это то, что он у нас с вами дает большие пусковые токи за счет быстрого разгона. И следующий недостаток – это то, что пила, вот эта пила, имеет длительный выбег. Когда мы выключаем ее, здесь стоп нажимаем, да, вот здесь на этих клавишках, диск продолжает вращаться. Была поставлена задача с применением нашей технологии сделать так, чтобы диск раскручивался быстро, но при этом токи не превышали, скажем, 2 И номинально. При выключении, чтобы диск останавливался как можно быстрее. Плюс ко всему, чтобы работала электроника защиты, если рука человека попадает в опасную зону, диск должен очень быстро остановиться для того, чтобы избежать повреждения конечности. А вернулись мы к ней потому, что мы делали работы, связанные с разработкой привода для УШМ, о котором мы потом расскажем. И вот двигатель, который был разработан для УШМ, вот он тоже, вот он лежит, он оказался весьма применим и для этого устройства. И в результате, смотрите, вот двигатель от стандартной интерсколовской пилы. И вот наш. И это синхроник. Этот запускается через конденсатор, с использованием конденсатора, этот с помощью контроллера. Но в итоге, то, что мы говорили, вот если убираем эту часть и все остальное прочее, плюс сейчас там ставят некоторые платки, которые улучшают характеристики, то по совокупности наш привод становится не дороже этого. Но при этом, что диск разгоняется, не создавая ударных токов. Плюс ко всему есть возможность регулировать обороты. Плюс ко всему обеспечивается режим безопасности. И плюс ко всему мы имеем меньше расхода электроэнергии. Потому что у этого двигателя вместе с контроллером косинус фи 0,998, 0,995.
И вот такие двигатели сейчас мы делаем оснастки для серийного производства, для того, чтобы делать пакеты, обмотки, втягивать, изготавливать вот такие вот роторки. Все это уже оборудование готовится, изготавливается для серийного производства. Ну вот мы сделали перестановку, вот стоит этот аппарат. Ну вот видно, интерскол, его он перекорежил, да, перегнул. Видно, да, вот зона работы. Мы можем вот сейчас сделать вот так вот, опа, да. Ну это все поддается регулировкам, там есть, можно другой угол сюда сделать. Но тем не менее, если мы сравним вот этот двигатель, который там стоял, с этим, ну, ясно, что габаритные размеры, они немножко так отличаются. То, что это аппараты рабочие, все работают, ясно и понятно, вот в таком захламленном виде. Сейчас здесь демонтировали, я попросил ребят демонтировать. Зачем? Ну, это вот, стол повернули сейчас немножко. Затем, чтобы показать, что даже вот эта передача ременная, вот открыли, убрали сюда контроллер, чтобы видно было, что даже ременную передачу мы сохранили. И при этом, если раньше вот этот двигатель, его оборотов не хватало, потому что у него порядка 2800, а на инструмент надо 4, здесь стоял ременная передача, повышающая с коэффициентом передачи. А здесь у нас понижающая. Потому что вот этот двигатель, он в состоянии обеспечить 18 тысяч оборотов. А на инструменте надо 4,5. И учитывая то, что контроллером мы можем регулировать обороты, мы можем и любые диски ставить, и любой инструмент с любыми, под любые характеристики. Это реально стало. Раньше это было невозможно. Плюс ко всему мы можем, конечно, здесь менять еще и соотношения передаточные. Но это уже зависит от самого производителя и от потребности, для того, куда и для каких целей будет использоваться этот станок. Но не только этот, и этот, и этот, и все остальные. Поэтому теорема существования, она доказана. Вот мы эти станки реализованные планируем демонстрировать на ближайших выставках, в которых мы примем участие. Каждый желающий сможет посетить выставки. Это будет электротранспорт, армия, 2022, потом другие выставки. И мы будем их демонстрировать и спокойно в плановом режиме будем готовить к производству. Не только двигатели, но время не стоит на месте. Все меняется, все динамично меняется. И если вот этот бренд, хорошее изделие, хороший товар, не менялся столько лет, пора ему измениться. Вот это товар, он должен претерпеть, как говорят сейчас, инъекции ботокса, да? Поэтому сделаем ему амалогацию, вдохнем в эти товары новое качество, новое сердце поставим ему. Я надеюсь, что потребители останутся довольны новыми качествами и получат удовольствие от работы с таким инструментом. Но это не все. Сегодня мы с вами вам представили вот этот инструмент. Дальше мы, наверное, представим ушемку. Потом пойдут газонокосилочки, потом пойдут бочковые заправщики, топливозаправщики. Потом пойдут долбежники и много-много-много других инструментов, равно как и бытовая техника. Задача стояла перед нами и стоит сейчас, и мы ее сейчас решаем. Это создание привода для электроинструмента и бытовой техники взамен
вот такого вот привода, коллекторного привода, щеточным механизмом. Вот на основе этого привода, на основе таких двигателей создаются все современные электроинструменты, практически, за некоторым исключением, бытовая техника, в которой вот тут щеточки бегают. Весьма неприятная вещь. Весьма неприятная вещь, потому что она искрит, забивается графитом. Если сюда попадает мусор, пыль, то он быстро выходит из строя. Плюс, когда дома полежит, бывает окисляется в плохих условиях, ну и там искрит, выгорает. Вещь весьма ненадежная, в то же время дорогая. Почему? Потому что вот изготовить вот такой вот ротор, да, не дешевле, чем изготовить вот такой статор. На синхронный двигатель его ротор вот такой, но явно подешевле, чем это. Ну, чисто визуально видно, что нет меди, нет коллектора, что здесь пластины, точно такой же вал. Нет вот необходимости изолировать, потому что тут электрические контакты и связь с сетью. Ну, целый ряд элементов отсутствует, поэтому вот это дешевле, это дороже. Вот поэтому была задача уйти от такого двигателя, перейти к асинхрону. Да. Вот. Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать привод взамен вот этого привода. Мы с ним разобрались, он должен уйти в историю. И мы сделали этот девайс, испытали, посмотрели. Да, задача решаема. Задача решаема. Но, в чем было но? Почему такая задержка? Вот перед вами ротор. Вот этот роторок. Это как раз первые машинки, которые мы испытания провели. Подтвердили, что да, создание такой машины, такого привода взамен коллекторного возможно. Дальше стала задача. Хорошо, это технический проект, сделан по доступным технологиям, но серию в таком виде выпускать. Поэтому надо было сделать технологию, технологическое оборудование, отработать технологию для того, чтобы получать взамен того, получать вот это. Да? Вот оно. О. Это тоже полуфабрикат до обработки. Это тот же самый ротор, как вы видите, но выполнен с беличьей клеткой из алюминия. Для того, чтобы получить вот такую вот вещь, нам пришлось сделать технологическое оборудование, технологическую оснастку, отработать технологию, отработать технологический режим, вот, пройти достаточно большой путь, потому что без специального оборудования, вот так на коленке, как эти мы паяли, варили, этого уже не сделаешь. Сделали, получилось. И как результат, вот он результат, да, виден. Мы получили вот такой ротор. Теорема существования и осуществимости технологий в наших условиях была доказана. Что же дальше? А дальше уже вступает в действие другое правило, другой этап. Дальше наступил этап, когда мы должны были определиться, а каких же результатов мы должны достичь. Поэтому мы взяли, подняли, ну, это происходило раньше, в параллельном процессе, ГОСТы на электроинструментах, технические характеристики всевозможные, которые он должен обеспечить. Закупили образцы, они у нас там в цеху лежат. Поставили образцы на стенд. Специально сделана была оснастка для установки ушемок и сопряжения их с нагрузочной машиной. И стали снимать характеристики со стандартных изделий серийных. За базу были взяты ушемки мощностью
2600 ватт, 2300 и 2100 ватт. И вот здесь вот можно прочесть. Можно показать, коллеги, да? И тут сразу же наши метрологи, испытатели лаборатории выдали очень интересную информацию. Вот здесь стоит мощность, указана 2100 ватт. Очень интересно потребляемая, 220 вольт, 50 герц. Так вот, интереснее всего, что мощность потребляемая из сети механическая или электрическая. Если мы по паспортным данным перемножим вольты на амперы, мы получаем 2100, но уже не вольт, не ватт, а вольт-ампер. Поэтому вот эта вот мощность 2100 потребляемая из сети. 2100, 2300, 2600 потребляемой из сети. И она измеряется в вольт-амперах, потому что это устройство обладает своим косином Фи, поэтому это комплексный ток, активный, реактивный, все вместе. Почему-то пишут в ваттах. Но, тем не менее, наш привод, вот этот привод асинхронный, должен был потреблять не более, чем указано здесь. Не более, чем указано здесь. Но так как мы контроллер сделали для того, чтобы продемонстрировать теорию существования, только доказать, мы доработали контроллер, чтобы он обеспечил очень высокий косинус Фи, низкий уровень реактивных токов. И довели с помощью корректора мощности, ККМ так называемый, корректор коэффициента мощности, либо пик-фактора, значение до 0,998, 0,995. Достаточно высокий показатель. И сняли все характеристики. Моменты, какие он развивает, при каких оборотах. И эти характеристики стали для нас базовыми. И наш привод, который встраивался сюда, должен был обеспечивать эти характеристики. И дальше вот и начали проводить испытания. Поиспытывали. Получили характеристики, превосходящие характеристики коллекторного двигателя. Таким образом, было ясно и понятно, что надо двигаться дальше. Надо двигаться дальше. Потому что вот это все приспособленное, оно позволило нам снять характеристики при больших нагрузках, по полчаса гоняли на номинально-механической мощности, которая на валу с потребляемой. Причем мы сделали как? Вот мощность на валу, на камне, в принципе, на рабочем инструменте, мы обеспечили такую же, которую обеспечивает стандартный коллекторный двигатель. При этом у коллекторного двигателя, у него очень большая просадка оборотов под нагрузкой. Больше 2000 оборотов теряет. У нас потери в оборотах при переходе от холостого хода до номинальной нагрузки не больше 40 оборотов. Поэтому асинхронный двигатель у нас показал более жесткую характеристику. Дальше надо было делать следующий этап. Испытания в натуральной модели. Поэтому нами было уже изготовлено вот такое вот устройство, в котором разместился двигатель полностью весь. С каналами, с вентиляторами, тут видно. Вот, обвешен двигатель там датчиками температуры, потому что все это контролируется. Вот, и была сделана под него ручка. Вот такая вот ручка, в которой встраивается контроллер. Вот, и уже собрали полностью готовый прототип. И вот этот ушем, вот у него даже видно для сопряжения с валом, специальная втулка стоит, проходит сейчас испытания. Испытания на длительную мощность, нагрузки и нештатные ситуации. Поэтому вот начиная с этого момента мы можем говорить, что появился прототип углошлифовальной машины. При этом же мы проводили испытания и стандартных машин, потому что
Для того, чтобы подтвердить характеристики, которые мы должны обеспечить, нам надо было не одну машинку тестировать, а несколько. Ротора у нас с разными валами для разных электрических машин, для разных приборов, для разных инструментов. Поэтому задача состоит в том, чтобы создать универсальный привод, которым может быть оснащена большая гамма как электроинструментов, так и бытовой техники. И на сегодня можно говорить, что привод состоялся. И можно приступать уже к коммерческой части проекта. Потому что на настоящем этапе, помимо испытаний, мы занимаемся и расчетом себестоимости при различных партиях производимой продукции в части производства отдельно привода и производства электроинструментов. Также ведется оптимизация цены по элементной базе. Я не исключаю того, что контроллер будет претерпевать некоторые изменения в плане снижения его себестоимости. Это тоже возможно без ухудшения его качества, потому что сейчас мы с поставщиками ведем активную работу, и вот в частности с Виктором Арестовым активная работа идет по комплектации. Ведется очень-очень большой объем работы. Очень большой и затруднительный. Если мы берем ГОСТ, смотрим, в ГОСТе указано, что под максимальной нагрузкой УШМ должна работать полчаса минимум. При нормальных климатических условиях, при этом узлы, детали не должны перегреваться выше допустимых температур по классу нагрева термостойкости, целый ряд параметров как для контроллера, так и для самого двигателя. Вы прекрасно понимаете, что за полчаса любой камень абразивный вы сотрете до самой шайбы. Это однозначно. Вот. Особенно то, что у вас обороты не теряются, соответственно, за счет этого производительность у вас выше. Вот, и с этой производительностью, конечно, работать будет интереснее. Ну и что еще хотелось добавить? Это то, что в ближайшее время мы вам продемонстрируем, покажем еще другие решения. Вопрос стоит, мощность какую указывает? 2600. Потреблять-то она будет меньше. При том, что механический момент, механическая мощность на валу на инструменте будет выше. Как быть? Как маркировать, чтобы люди не путались? Единственное, конечно, что надо, это уже выводить эту машинку под другим брендом, под другим наименованием, потому что человек, когда открывает, он хоть инструкцию почитает, а чем она отличается, и тогда прочтет. И там надо будет в первых строчках сразу же разъяснить, что она равна по механической мощности, по характеристикам. Вот такой машинки, но потребляет вот столько. Поэтому просим не путать.